Слушайте, игровые токены неизбежно вернутся в оборот. Они вернутся благодаря потрясающим играм. По мере того, как развивается сезон биткоинов, мы видим, как игровые криптовалюты набирают обороты и, так сказать, высовывают голову из воды. Это как если бы вы были на пляже, кто-то нырнул в воду, а вы «Эй, где ты?» А он выныривает с другой стороны. И вы не понимаете, как ему удалось надолго задержать дыхание. Что-то типа этого. В любом случае, игровые монеты принесут огромный доход. Они принесут вам огромную прибыль. В этом видео я расскажу о своих вариантах, чтобы вы тоже могли получить огромную прибыль. Начинаем прямо сейчас. Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает про игровые криптовалюты, которые взлетят. Привет! С возвращением! Меня зовут Пол. Добро пожаловать на The Crypto Factor. Если вы здесь впервые, то этот канал посвящен криптовалютам и криптопредпринимательству. Сегодня мы поговорим об игровых токенах. Слушайте, игры будут иметь огромное значение на этом бычьем рынке. Мы уже говорили об этом раньше и предсказывали их возвращение после искусственного интеллекта. У нас был забег ИИ, который возвращается, но игры по-прежнему стремительно развиваются, и мы уже видим проблески. Потенциально нас ждет полноценный сезон альткоинов. Сейчас у нас мини-сезон, но у него есть все возможности продлиться и стать полноценным. Мы уже видим возвращение игровых токенов. Они, так сказать, заявляют, напоминают о себе. Просто посмотрите на Sand, Mana и другие игровые токены, и вы поймете, что я имею в виду. В этом видео я хочу рассказать про свои любимые игровые монеты, которые я храню на долгосрочную перспективу. Я считаю, что они хорошо себя проявят в 2024 и особенно в 2025 годах. Давайте начнем. Первая монета Immutable X. Это голубая фишка данной индустрии. Мы перешли с Immutable X на ИИ, поскольку монета не показывала хороших результатов. Но сейчас мы видим активность от Immutable X и других игровых токенов. Immutable X — это очень перспективная валюта. Вам стоит вложиться в нее, если вы еще этого не сделали, когда я вам советовал. Immutable сотрудничает с игровыми компаниями из Web 2.0. Я знаю это, поскольку у моего партнера есть игровая компания в Греции. Они предлагают отличные решения, к ним относятся очень серьезно. Посмотрите на цену на дневном графике. Она поднялась выше $2. Посмотрим, удержится ли она там. На недельном графике мы преодолели сопротивление и сделали заявление. На месячном графике мы преодолели максимумы. Сейчас цена $2. Это психологический уровень. На графике за все время видно, что если мы удержимся выше $2, то сумеем бросить вызов отметке $3.60, а затем подняться до исторического максимума в $9. И я уверен, что Immutable X может вырасти в 5 или даже в 10 раз на этом бычьем рынке. Так что, если вы хотите легкий и безопасный игровой вариант, то покупайте и держите у себя Immutable X. Далее у нас Saltwater Games, спонсирующие этот ролик. И они уже на рынке. Это крупная компания. Они сотрудничают с Apple, Eidos, Meta, Arbitrum, Animoca Brands и XR1. Я уже делал обзор на Saltwater Games. Можете посмотреть его. Оставлю ссылку в описании ниже. Советую вам ознакомиться с этой студией, поскольку они выпускают Hero или ключ к Hero. Вы можете купить его прямо сейчас по довольно низкой цене. Кстати, можете воспользоваться моей ссылкой внизу и ввести код CryptoFactor, чтобы попасть в белый список и получить скидку 15% на вашу ноду. Так что посмотрите ссылку в описании ниже. Вы действительно не хотите это пропустить.
У меня нет графика цен Saltwater Games и Heronot, но поверьте, эта компания делает потрясающие вещи. Если она сделает все правильно, то вы получите что-то очень интересное. Далее у нас G Swift, игровая компания, которая только что стала сотрудничать с Fetch AI. Смотрите, у G Swift есть много всего. И я имею в виду очень много всего. G Swift не очень хорошо показывала себя. Мы вышли из нее, но сейчас снова вошли. И я на самом деле прошу вас, ребята, купите G Swift. Если вы долгосрочный инвестор, то купите еще больше. Мы вернулись, как только увидели признаки возвращения игровой индустрии. Мы точно рассчитали время. Даже если вы просто удерживаете монеты, то этот проект, на мой взгляд, будет успешным. Как вы видите, на дневном графике сопротивление преодолено. Это заявление. Монета ищет поддержку на уровне около 20 центов. На недельном графике видно, что за неделю уже преодолено несколько уровней. На месячном. Да вы просто посмотрите на это движение на месячном графике. На графике за все время видно, что монета преодолела вот это сопротивление. Мы говорили, что следует возвращаться, когда она преодолеет или приблизится к этому сопротивлению. Теперь монета действительно готова бросить вызов историческим максимумам. Небольшое сопротивление на уровне 47 центов. Может, на 52 центах. Вот здесь небольшое сопротивление. Но как только монета преодолеет его и сделает поддержкой, то мы сумеем бросить вызов историческому максимуму 79 центов. Я верю, что это произойдет и принесет нам многократную прибыль на этом бычьем рынке. Далее у нас Мирия. Еще одна игровая студия, которая действительно возвращается. Мы были в ней, воспользовались ростом, забрали прибыль и вернулись, как только увидели, что игровая индустрия вновь развивается. У Мирия много проектов, или лучше сказать, много сюрпризов. На графике мы видим, что цена уверенно растет каждый день. На недельном графике отличный прорыв, преодолен недельный максимум. Устанавливается поддержка. Посмотрим, что происходит на месячном графике. Опять прорыв. Мы называем это голова и плечи. Мы говорили, что цена пойдет вверх, когда преодолеет этот уровень. И она действительно идет вверх. Посмотрим на годовой график или даже на график за все время. Так будет лучше. Если мы сможем преодолеть вот этот диапазон от 0,0043 до, может быть, 0,0064, то я уверен, что мы снова поднимемся и достигнем исторического максимума около 15 центов или 0,015 доллара, извините. У нас есть несколько уровней сопротивления. Один находится на отметке 0,0077. Я уверен, что мы преодолеем. Вот здесь на графике отличная точка входа. Я думаю, что вам стоит купить сейчас Мирия. Следующая монета — Games for a Living или GFAL. Это еще одна игровая студия, специализирующаяся на мобильных играх для смартфонов. И они четко показывают это в своем вступительном ролике. И мне очень нравится, что они сделали со своим веб-сайтом. Сейчас GFAL показывает себя хуже ожидаемого, но это отличный проект. И если они взлетят, то это станет настоящим прорывом. И как только игры действительно станут популярными, я думаю, что сейчас они недооценены, то можно будет получить большую прибыль. И как только игры действительно станут популярными, то GFAL сможет многое показать и удивит многих людей. На дневном графике цена пробила или вот-вот пробьет уровень, немного колеблется. Давайте посмотрим на недельный. Нам нужно, чтобы цена преодолела сопротивление на уровне 0,011 и поднялась до 0,012. Я думаю, что это возможно, если сезон альткоинов продолжится. Перейдем на месячный график. Большое сопротивление находится здесь. Да, это подтверждает недельный и дневной график. Если цена преодолеет этот уровень, то сможет подняться до 0,015 доллара. Перейдем на график за все время, чтобы увидеть более четкую картину. Если цена преодолеет этот уровень, то ее ждет сопротивление на отметке 0,024. И я верю, что она поднимется выше, потом немного опустится и вновь поднимется. Я считаю, что цена бросит вызов историческим максимумам.
исторические максимумы, прорыв в голубое небо. Давайте посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что у монеты все получится. Сейчас ее можно купить по выгодной цене. Далее у нас Heroes of Mavia. Я обратил на монету внимание только из-за цены, просто из-за ценового действия. Я заметил ее, когда просматривал разные игровые токены в ожидании возвращения игровых криптовалют. Я купил ее некоторое время назад. И да, на дневном графике цена колеблется. Перейду сразу к месячному графику, чтобы иметь более четкую картину. Как видите, она выросла в цене и сейчас пытается закрепиться. Вот здесь видно, что цена пытается подняться, но ее отбрасывает вниз. Как только монета преодолеет уровень $2 25 центов, то начнет расти очень быстро. Посмотрим на график за все время. Как видите, как только монета пробьет этот уровень, то сделает его поддержкой. На графике за все время дела идут неплохо. После преодоления $2,5 монета, на мой взгляд, бросит вызов рекордным максимумам, но сначала достигнет $7. После $7 она бросит вызов рекордному показателю $9.40, взлетит и принесет вам 10-20-кратную прибыль на бычьем рынке. И да, монета всегда может вырасти больше, а может и меньше. Я консервативен и даю вам диапазон. Этапы бычьего рынка, действия биткоина и доминирующие нарративы должны быть для вас сигналами для выхода. Не ориентируйтесь на цену, ориентируйтесь на время, если это имеет смысл. Кстати, о том, что имеет смысл. Superverse или Супер – отличный вариант для инвестиций прямо сейчас. Это проект от Elio Trades. Он уже давно в индустрии и занимался проектом годами. Так что монета никуда не денется. Проект также поддерживается Алексом Беккером. Они пытаются заявить о себе. Кстати, сайт красивый, но я ненавижу прокручивать страницы и видеть все эти анимации. Когда вы делаете сайт, извините, я отвлекусь. Когда вы делаете веб-сайт, вы хотите быть креативными и инновационными, я понимаю, но вы должны думать о пользователе. Я прокручиваю страницу колесиком мыши, и меня это раздражает. Я бы предпочел быстрый и отзывчивый сайт, легко прокручивающийся вниз, страницы, пытающийся впечатлить меня. Красивая графика, хороший дизайн. Просто я считаю, что это все, так сказать, лишнее. В любом случае, это не важно, поскольку проект отличный. И вы можете видеть, что на дневном графике цена взлетела и равна $1 38 центам. Перейдем на недельный график. Цена пытается преодолеть вот это сопротивление. Я думаю, что у нее получится преодолеть его и сделать поддержкой. На месячном графике все более убедительно. Посмотрим, пробьет ли цена этот уровень. Вот график за все время. Если цена пробьет отметку в $1,5, то я думаю, а какой следующий уровень? Да, от 1,5 до $1 90 центов. $2 будет психологической отметкой. Монета должна бросить вызов историческому максимуму $4 20 центов. Как только она сделает это, то может вырасти до $10 или даже больше на этом бычьем рынке. Superverse — отличный вариант прямо сейчас. Если вы еще не купили Superverse, то я не знаю, что вы делаете. Имейте в виду, я даю вам своеобразное портфолио. Вы могли заметить, что я перечисляю монеты с высокой, средней и низкой капитализацией. Так что это идеальный точнее игровой портфель для вас на этом бычьем рынке. Далее у нас Pixels. Это отдельная игра с большим сообществом, которое очень хорошо себя показывает. Я действительно верю, что в какой-то момент она вырастет так же, как Axie Infinity. Если какая-то отдельная игра и показывает себя хорошо, то это она. Я знаю, что она выглядит просто. Это пиксели. Она сделана из пикселей. И это действительно уникально. Я верю, что игра станет успешной и что вам стоит включить ее в свой криптопортфель. Если посмотреть на цену, то сейчас монета пытается найти поддержку на недельном графике. Посмотрим на недельный график, чтобы увидеть общую картину. Да, цена пытается преодолеть вот эти зоны сопротивления, но находит поддержку тут. Давайте взглянем на месячный график. Здесь та же картина. Цена действительно повышается. Если вы заметили, то треугольники и спады становятся все меньше. Я действительно верю, что цена скоро преодолеет отметку в 25 центов. Как только она сделает это, мы увидим возвращение к 38 центам, а в дальнейшем она сумеет вновь достигнуть отметки в 52 цента.
Я действительно верю, что монета сумеет достигнуть исторического максимума в 97 центов. На мой взгляд, цена достигнет $1. Я действительно верю, что она преодолеет этот уровень и принесет вам многократную прибыль. Я знаю, что это отдельная игра, но у нее небольшая рыночная капитализация. Я действительно верю, что у проекта все будет хорошо. Далее у нас Nakamoto Games. По моему мнению, это вариант с высоким риском и большой наградой. Он размещен на Polygon и является еще одной игровой студией. Монета должна вырасти только благодаря шумихе. Я верю, что она станет успешной, поскольку у нее небольшая рыночная капитализация. Монета должна стать частью вашего криптовалютного портфолио, особенно когда Polygon начнет набирать обороты. Тогда и монеты экосистемы Polygon начнут расти. И если это будет связано с играми, то эффект усилится, и вы получите больше вознаграждений, так сказать. Если посмотреть на цену вот здесь, то она пробивает сопротивление и пытается закрепиться. Давайте быстро взглянем на недельный график. Да, она должна преодолеть сопротивление $1.27. Я думаю, что она это сделает, но посмотрим. Цена все скажет, но если она преодолеет $1.28, психологическую отметку, то я верю, что цена пойдет вверх. Давайте убедимся. И достигнет $2.60, диапазона от 2,5 до $3. Как только монета достигнет этого уровня и превзойдет его, то я думаю, что она достигнет исторического максимума $5.70. Так что пятикратный рост, а при прорыве она может принести вам гораздо больше. Под гораздо больше я подразумеваю 20 или 30-кратный рост. Кстати, многие из упомянутых ранее монет тоже могут это сделать, но посмотрим, как все сложится. Вы хотите быть консервативными, хотите забирать прибыль по мере роста, но также хотите защитить эту прибыль, чтобы не потерять ее при падении или если все пойдет не так, как мы ожидаем. Надеюсь, понятно. Еще у нас Illuvium. Старая игра. Почему я говорю, что Illuvium — это старая игра? Очень просто. Старые игры скоро вновь станут популярными. Когда все говорили, что нужно брать старые токены, забыть про динозавров и все такое, вы видели, что случилось со Stellar? Вы видели, что происходит с XRP? Вы видите, что происходит с Solana? Зачем забывать про старые токены? И, кстати, зачем забывать про старые игры, которые хорошо себя чувствуют? Одна из таких игр — Illuvium. И вы хотите держать в своем криптопортфеле как старые, так и новые проекты, если точно знаете, какие и почему, так сказать. Вы видите на графике, что цена за день пытается создать поддержку на уровне около $58. Перейдем на недельный график. Да, она создает поддержку выше сопротивления. И если это удастся, то цена взлетит выше $57. Глядя на графики, я верю в то, что монете это удастся. Посмотрим на график за все время. Если монете это удастся, то она поднимется с 58 до минимум $150, прежде чем встретит серьезное сопротивление. А затем цена, вероятно, дойдет до $591. Достигнет ли она исторического максимума? Я не думаю. Но даже если она достигнет зон сопротивления в $491 или $970, то будет очень здорово. Я не расстроюсь, если она поднимется до $318. Пятикратная прибыль за хорошую игру? Хорошие фундаментальные показатели? Отлично, почему бы и нет? Если хотите вложиться в игровые криптовалюты прямо сейчас, то вам следует купить игровые монеты и удерживать их, ожидая рост игр и ИИ. Как только это произойдет с ИИ, вы захотите посмотреть на совмещение трендов игр и ИИ, как Drift и Fetch AI. Есть и другие возможности объединения трендов. Вы сможете их изучить. Если вы хотите создать отличное портфолио с ИИ, а вы хотите, то вам не нужны только ИИ-монеты. Вам нужны и ИИ, и игровые монеты. Посмотрите вот это видео прямо сейчас. Серьезно, вы не хотите пропускать этот ролик. Посмотрите его. Не забудьте подписаться внизу. Увидимся в следующих роликах.